Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Рептилий любят не все, но и понятно. По пушистой шерстке не погладишь, мурчание не услышишь, да и лапу они тоже вряд ли дадут. Однако так уж сложилось, что одни из древнейших существ на Земле – это как раз рептилии, и не уделить им внимания язык не поворачивается. Вот и сегодня мы отправимся на поиски ядовитых гадов на перевернутый континент. Подумаешь, что там почти нет хищников, зато есть одна из самых жестоких змей на планете. Встречайте тайпана, род очень ядовитых змей семейства аспидов. Это крупные австралийские змеи, чей укус считается самым опасным среди современных змей. До выработки антидота к нему в 1955 году от укуса тайпана умирали более чем в 90% случаев. Но даже сейчас, несмотря на противоядие, до сих пор погибает каждый второй укушенный. Яд тайпана в 180 раз сильнее кабриного, но это чтобы вы больше боялись. Всего существует 3 вида тайпанов. Собственно, сам тайпан Маккоя и вид, открытый в 2007 году. Как и большинство непонятных животных, наш гость, как вы уже догадались, прописался в Австралии. Тайпан – это эндемик перевернутого континента. Обжилась жестокая змеюка в пустынях, наводя ужас на всех аборигенов, которые и прозвали ее жестокой. И, собственно, неспроста. Во-первых, змеюка эта достаточно крупная, до 3 метров в длину, а клыки тайпан Маккоя имеют длину до 10 миллиметров, с помощью которых они могут прокусывать даже прочную кожаную обувь. Во-вторых, маскировочный окрас, так прекрасно помогающий самому тайпану, доводит местных жителей до белого коленя, ибо найти желтого тайпана в желтых песках так же сложно, как найти черную кошку в темной комнате. Кстати, тайпан Маккоя – это единственная австралийская змея, способная менять окраску. В зависимости от времени года цвет чешуи тайпана градируется от песочного до темно-коричневого. Ну и в-третьих, наша сегодняшняя гостья ядовита, причем это не какая-то там просто ядовитая змеюка, а самая ядовитая сухопутная змея на Земле. Звучит слишком абстрактно, да? Что ж, давайте конкретизируем. Одной дозы яда тайпана достаточно, чтобы убить 250 тысяч мышей. Что же до голых обезьян, то за раз эта австралийская красотка сразит наповал 100 здоровых мужчин, а сердце гипотетических подопытных замрет навсегда всего через каких-то 30 минут после встречи с этой бестией. Несмотря на все вышеперечисленное, наш герой не устраивает геноцид всему живому. Принципы тайпана просты. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. А учитывая, что у него нет даже рук, то каждая синица на вес золота, особенно в пустыне. И только сверхсильный яд позволяет тайпану выживать в пустынях. Так что мыши, крысы, тушканчики и прочие мелкие млекопитающие вместо синиц попадают в меню австралийской рептилии чаще всего. И чтобы обед точно никуда не сбежал, тайпан набрасывается на жертву с многочисленными укусами. Будучи интровертом по натуре и аскетом по жизни, наш герой селится подальше от мирской суеты. Днями и ночами тайпан скрывается под камнями и в трещинах. На поверхность тайпан выползает только, когда уж очень голоден. Голых обезьян, как и любой адекватный дикий зверь, тайпан не жалует, но бросаться на каждого встречного поперечного со своими смертоносными клыками он тоже не станет. Во-первых, потому что найти поперечного в пустыне сложно.
А во-вторых, ядом тайпан орудует лишь тогда, когда все пути к отступлению перекрыты и бежать больше некуда. Кстати, перед броском тайпан принимает S-образную позу, предупреждая таким образом противника о скором нападении. Хотят любви жестокие красотки в конце австралийской зимы, после чего к весне тайпанихи откладывают до 16 яиц. Яйца обычно откладываются в заброшенные норы животных и глубокие расщелины. Скорость размножения отчасти зависит от их рациона. Если пищи недостаточно, змея размножается меньше. И наоборот, в неволе тайпаны обычно живут от 10 до 15 лет, а один экземпляр тайпана прожил в зоопарке Австралии более 20. Как и любая австралийская змея, тайпан маккоя охраняется законом Австралии. Однако этот вид занесли в список наименее опасных, поскольку он широко распространен в своем ареале и его популяция не снижается. Как вы понимаете, список врагов тайпана очень короткий. Змея мулга, которая невосприимчива к большинству ядов, австралийский змей и гигантский варан, который разделяет ту же среду обитания и охотно охотится на больших ядовитых змей. А вообще, мне кажется, нам стоит поучиться благоразумию у этой чешуйчатой жестокой красотки. По ее воле перевернутый континент мог бы превратиться в одну большую братскую могилу для всех живых существ, но даже рептилоиды понимают, что с большой силой приходит и большая ответственность за свое же будущее. Что вы думаете по поводу данного тезиса? Напишите в комментариях. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!